Ох, какая звезда красивая. На этом отражается, как оно, и ты тоже. Все. Друзья, ролик про маленьких пушистых мамонтов вызвал небывалый ажиотаж. Столько вопросов в комментариях. Я поняла, что я не справлюсь, надо поговорить с профессионалом. Почему бы с ним не поговорить на камеру? И я пригласила на интервью своего давнего знакомого, с которым мы были коллегами по Дарвинскому музею, а теперь мы публикуем статьи в одном журнале «Человек и мир», Ярослава Попова. Внимание! И находимся мы сейчас в гостеприимной редакции этого журнала. Ссылка на него будет в описании. У Ярослава там даже в 2 номерах статьи, потому что он написал очень длинную про динозавров. Там часть в одном номере, часть в другом. А в этом номере моя коротенькая статья про мамонтов тех же самых. Вот. Ну и начнем мы, наверное, с главного, с Бусти. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать нас, потому что мы очень стараемся. Ваши вопросы я собрала, потому что были похожие, ну, несколько, получилось у меня около 16-17, вот так. Буду по порядку задавать, не называя автора, потому что авторов может быть несколько. Вот. Ну, во-первых, для разогрева хочу спросить, Ярослав, как мне правильно говорить, остатки или останки, если мы говорим о плоти мамонтовой? Тут, в общем-то, все довольно просто. Если мы говорим о ком-то, кто не является человеком и никогда таковым не являлся, то это остатки. Вот видите, остатки, все правильно я сказала. Да. Ура! Поделим. Значит, есть мамонты континентальные, обычные мамонты, а есть островные, вот, которые могут быть карликовыми, в том числе, да, как на острове Мамонта, острове Врангеля. Вот. Много очень комментариев о катастрофичной вот этой версии вымирания мамонта, что я думаю, они прямо умерли все мгновенно из-за какого-то катаклизма. То ли комета пронеслась там и съела часть атмосферы, и космический холод заморозил их там моментально. Я тоже подумал, что комета съела мамонтов. То ли какой-то цунами, я не знаю, что-то такое. Или их вообще никогда не было на острове Врангеля, и их какой-то волной или ледником туда занесло с материка. Как вообще наука эти версии рассматривает? Могу сразу сказать, что с мамонтами с острова Врангеля все до сих пор непонятно. Сколько времени с ними мучаются, но пока что ни до чего особо не домучились, все в рамках гипотез. Но никаких данных о кометах, цунами и прочем у нас попросту нет. То есть фантазировать можно все что угодно, но эти фантазии пока что все беспочвенные. А, как известно, в науке есть такое правило, что не надо множить сущности без необходимости. Вот как я тут пошутил насчет кометы, которая всех съела, там можно для инопланетян каких-нибудь придумать, еще что-нибудь такое оригинальное, там, не знаю, что мамонтов всех засосало в черную дыру и унесло по параллельное измерение, не знаю. Но, ничего подобного мы не знаем в наше время и не можем предполагать для мамонтов на острове. Тем более, что благо на острове много кто еще жил, и, судя по всему, остальные-то животные там все еще присутствуют. Вот, в том числе гусики там ходили долгое время. Что касается самых вероятных причин, скорее всего, действительно вымирание их было быстрым. Можно сказать даже, что они вымерли за один сезон или там, за пару сезонов, но связано это могло быть, скорее всего, с какими-то климатическими факторами. То есть, учитывая, что мамонты находятся на изолированном острове, уйти они никуда не могут. Если что-то происходит нехорошее, грубо говоря, там сезон, когда практически не вырастает никакая растительность, а какие бы они ни были карликовые, это все-таки даже не корова, это все-таки животное сильно более крупное. И ему нужно много пищи. Если много пищи нету, тут все мамонты и заканчиваются. Так что сейчас наиболее правдоподобным выглядит сценарий, связанный с климатическими изменениями. Справедливости ради, подтверждений ему тоже нет. У нас нет, к сожалению, таких вот точных данных о климате на острове Врангеля буквально по годам. То есть какие-то тренды можем по геохимии проследить, но не, к сожалению, такую вот точную информацию о конкретном заморозке или, там, не знаю, слишком сухом лете 3752 года летней давности. Но это самая, по крайней мере, вероятная причина, которая сейчас вырисовывается. А как насчет гипотезы, что они вообще не жили никогда,
на острове Врангеля, а что они с материка туда занесены, что всякие вот эти остатки, они каким-то образом туда попали. Что они там просто трупы и кости лежат, а мамонты никогда по нему там не гуляют. Подобные предположения не то чтобы совсем не обоснованы. Мы знаем, что, конечно же, есть ряд геологических сил, которые способны транспортировать осадки. И ледник — одна из таких сил, причем мощная сила. Другой разговор, то что на этот счет у нас есть все-таки геология. Слава богу, с мамонтами с этими работали не только биологи-палеонтологи, но и геологи. И геологи видят, что слои не показывают, не демонстрируют никаких свидетельств переноса такого масштабного. И второй момент — это то, что у нас есть практически полные скелеты. И опять же, представить себе, что ледник тащил какие-то кости, они были вморожены, причем, скорее всего, не в ледник, потому что на леднике мамонты жить не могли, значит, они жили под ледником, и когда ледник уходил, он эти вот породы буквально сдирал, и при этом, перемолов все породы, он аккуратненько мамонта притащил и сложил его по косточкам, чтобы он там красиво лежал. Но это, конечно же, полнейшая фантастика. Что это за находка такая вот целого скелета на острове Врангеля? Такое действительно было? Ну, прямо я так это аккуратненько сказал, что почти целых скелетов, да. Откровенно говоря, про прям целый скелет я не помню, но есть кости в сочленении. Давайте так чуть-чуть поаккуратнее буду выражать свои мысли. Вот. Кости в сочленении, которые показывают, что они там все-таки жили. Ну да, то была бы там совсем вкусная мука, наверное. К сожалению, насколько мне известно, ни замороженных туш, ни прям вот красивого целикового скелета все-таки найдено до сих пор не было. Увы. Ну, будем надеяться, что еще найдут, что же на других островах находят. Тут, к тому же, в общем-то, нет какой-то необходимости мамонтов туда заносить, потому что мы знаем, что уровень моря менялся. И, судя по всему, мамонты, когда попали на остров Врангеля, они, собственно, не попадали на остров. Им даже не надо было через ледяную воду, вот весь этот Голливуд, там, переплывать как-то, превозмогая боль, просто с целью исследовать какие-то новые острова, там, не знаю, уйти к лучшей жизни, свалить, наконец, с континента, потому что ему, там, не знаю, гадалка, мамонтячья сказала, что вот скоро они тут все вымрут. Но они просто жили на континенте, который был более обширный. Потом потихонечку вода прибывала, и неожиданно оказались мамонты в изоляции. Ну, что ж тут делать? Придется жить, крутиться, как вам получится. Да, и плюс еще последний момент, это то, что, собственно, тот факт, что там найдены карликовые мамонты, а в этом никто не сомневается, потому что все-таки взрослое животное от детеныша отличить можно, оно уже там замедляет свой рост, и можно зафиксировать, в какой момент оно стало взрослым. И мы видим, что они маленькие, но при этом они абсолютно взрослые. Тот факт, что у нас на острове находятся карлики, это само по себе является доказательством того, что это именно островные мамонты. И, пожалуй, вот самый последний факт — это генетическое исследование, в котором вы рассказывали в своем видео, самое последнее, которое показывает, что попросту по генетике эти мамонты отличаются от континентальных. Да, они оказались не настолько отличные, как ожидалось. У них не нашли многие аномалии, которые предполагались, но отличия-то есть. То есть явно видно бутылочное горлышко, видно, что идет отсечение каких-то мутаций, что они произошли от какой-то небольшой популяции, а значит, они произошли от животных, которые оказались на острове. То есть, ну, на мой взгляд, никаких сомнений в том, что мамонты на острове жили, не тужили и дожили до какого-то весьма позднего срока. Ну, у нас сомневаться в этом не приходится. Как приятно это слышать, все-таки они там были. Вот люди спрашивают, насколько можно доверять датировкам, основанным на радиоуглеродном анализе? Ну, я так понимаю, что генетические эти исследования, они достаточно достоверны. То есть по ним можно понять, сколько поколений, да, когда они жили, когда вымерли. А радиоуглеродные, говорят, тут часто врут. Теоретически радиоуглеродные анализы могут давать сбои. То есть мы знаем то, что есть ряд факторов, которые могут приводить либо к омоложению образцов, либо наоборот к их удревнению из-за того, что там что-то такое случилось. Ну, например, мы знаем то, что если животное какое-нибудь типа человека питалось рыбой в большом количестве, что, например, с северными народами очень в большом, скажем так, судя по статистике, это часто происходит с северными народами, то, скорее всего, их кости будут выглядеть старше, чем они есть на самом деле. Старше? Да, вот в их случае старше. Потому что со дна поднимается углерод старый,
который уже не содержит вот этого радиоактивного изотопа. То есть он уже полностью исчез. И этот углерод включается снова в циклы. Он попадает в растения, из растений он попадает в рыб, из рыб он попадает, ну, допустим, в обитателей ближайших рек, там, озер, в том числе и в человека. В итоге получается, что в костях накапливается гораздо большее количество нерадиоактивного углерода, то есть такое чувство, что радиоактивный углерод уже куда-то ушел, а значит, кости оказались старше, кажутся нам старше, чем они есть на самом деле. Вот такое тоже может быть. Но, например, в случае с мамонтом это не подходит, потому что мамонты рыбой не питались. Есть, правда, и другие методы. Есть методы, например, которые, наоборот, приводят к омоложению потенциальных датировок радиоуглеродных. Но на этот счет как раз есть альтернативные методики оценки возраста, которые обычно и применяют. И когда мы устанавливаем возраст того или иного организма, как правило, по крайней мере, мы пытаемся применить комплексные методы. И в том числе есть, как вы справедливо заметили, молекулярные часы, которые основаны уже на ДНК. И если данные по молекулярным часам примерно соответствуют радиоуглероду, ну, значит, наверное, у нас датировки вполне себе работают. Тем более, опять же, там есть не только мамонты, и там другие животные тоже анализировались. И вот я, кстати, правда, не знаю, анализировалась ли почва, но я подозреваю, что наверняка, вот я, к сожалению, не читал подобных анализов, но наверняка тоже анализы почвы проводились. Ну и уже по комплексным данным получаются какие-то определенные цифры. То есть, когда мы говорим, допустим, о том, что мамонт последний жил 3700 лет назад, ну, может быть, этой цифре 100% верить нельзя, потому что пройдет там еще лет 10 и скажет, ой, мы там ошиблись, оказывается, он жил не 3700 лет назад, а 3400 или там наоборот, там 4000. Но я не думаю, что тут уже будут ошибки какие-то колоссальные. То есть, например, что нам казалось, что это 3700, а на самом деле это 37 тысяч, да, вот нет, такого не случится уже. Вот, кстати, о других животных тоже были вопросы. Почему пещерные саблезубые хищники вымерли, а их еда нет? Ну, то есть, видимо, имеется в виду, что они вымерли раньше, чем мамонты, я так понимаю. Ну, мне кажется, что тут скорее имеется в виду то, что, ну, допустим, те же какие-нибудь овцы-быки, какие-нибудь бизоны и прочие остались. То есть даже не то, что именно вымерли раньше, позже, а именно то, что все-таки кто-то остался, а вот хищники, бедолаги все окочурились. Тут есть несколько интересных моментов, но, во-первых, хищники, они все-таки у нас находятся на вершине пищевой цепи, и, соответственно, они зависят от всех ступеней этой пищевой цепи, которые находятся под ними. Поэтому это факт. Если у нас начинается какой-то кризис, то хищники страдают в первую очередь, особенно крупные, которым нужно много пищи. Так что это вполне закономерно. То есть, что какие-то растительноядные вымерли, может быть, какие-то и остались, а вот хищникам уже того набора животных, который остался, не хватает. Тут еще стоит второй момент заметить, что у нас не только сократилось биоразнообразие вот этих вот крупных животных, которые были, а еще и очень сильно сократилась их биомасса попросту. То есть да, у нас остались овцы-быки, у нас остались там, не знаю, все те же олени, но это далеко не то количество оленей и не то количество каких-нибудь овцебыков, которое было 12-20 тысяч лет назад. И если бы видовое разнообразие сократилось, но при этом биомасса как раз осталась прежней, глядишь бы, хищники бы и продержались. А вот уже просто полное сокращение кормовой базы, это фатально. А на мамонтов охотился кто-нибудь? Мне очень стыдно, но я даже не уверена. Да или нет? Ну, мамонты, так же как и современные слоны, они целенаправленно, если можно так сказать, конечно, не было у них никакой цели, но, скажем так, у них была такая стратегия, вот, нам хочется же как-то объяснить тот или иной путь эволюции, по которому шли животные. Так вот, мамонты, они увеличивались в размерах для того, чтобы их никто не смог съесть. Так что, по идее, так как они специально, если можно так выразиться, мне все хочется как-то, хочется вот все какие-то человеческие термины применить, да, хотя, конечно, природа ничего специально не делает. Но они эволюционировали в сторону увеличения размера, и причина причем одна из ключевых, была в том, что они старались уйти из давления хищников, из-под давления хищников, собственно, так же, как и слоны. Так что в целом, в основном, нет, на них никто не охотился. Но, конечно же, есть какие-то исключения. Опять же, можно посмотреть на слонов. Да,
глобально на слонов вроде бы как особо никто не охотится. Но если слон какой-то совсем ущербный, кривой, косой, одноглазый и вообще еле-еле ковыляет, ну тут, глядишь, может быть, какие-нибудь и знаю, львы, и те же гиены даже, может быть, обратят на него внимание, если это в Африке, допустим, происходит. Если они могли себе позволить стать маленькими на острове Врангеля, значит хищников там, скорее всего, не Если мы говорим о Врангеле, то да. Ну, насколько нам известно, из хищников там только гуляли белые медведи, и то, скажем так, факультативно. Ничего себе, интересно. А вот, кстати, о слонах и мамонтах был вопрос. Являются ли мамонты и слоны генетически близкими животными? И как соотносятся сегодняшние зоны обитания слонов с зонами обитания слонов и мамонтов в древности? Вообще обитали ли они в одной зоне? Я не знаю. Связано ли это с древним экватором и направлением оси вращения планеты? То есть они вообще как-то вместе существовали, слоны и мамонты? Слоны и мамонты — это относительно близкородственные рода. Здесь, правда, стоит оговориться, что когда мы говорим слоны, мы немножечко искажаем истину. У нас не существует как бы такого единого понятия род слон. Потому что современные слоны — это два разных совершенно рода, причем два рода, которые разошлись, даже пораньше, чем, собственно, индийские слоны и мамонты. То есть вот африканский слон — это прям супер такой отдельный слон. Так что, да, слоны азиатские, они близкие родственники мамонтов, но все-таки 5 миллионов лет они уже живут порознь. Примерно 5 миллионов лет назад оформился уже отдельный род мамонтов. Долгое время они действительно существовали вместе. На протяжении 5 миллионов лет в основном мамонты жили в Африке. Они, правда, несколько раз выходили из Африки. И, правда, несколько раз это, скажем так, не всеми поддерживаемая версия, но то, что выходили как минимум один раз точно, скорее всего, все-таки пару раз они оттуда выходили. И пока они жили в Африке, и даже когда они выходили, например, на территорию Азии, слоны и мамонты сосуществовали рядышком. Больше того, они не просто сосуществовали, а как показало такое довольно комплексное исследование 2018 года, когда проверили генетику всех трех современных видов слонов. Я напомню, что у нас есть слон индийский, да, и есть два африканских. Раньше они считались подвидами, сейчас считаются совершенно самостоятельными видами. Это, соответственно, слон саванный и слон лесной. Так вот, три вида современных слонов взяли. Вот я не помню, то ли один, то ли два, по-моему, два вида мамонта, по-моему, исследовали мамонта шерстистого и мамонта африканского. Мамонтова американского. И еще мастодонта взяли. И проведя такой комплексный генетический анализ, выяснили, что у них просто настоящая там Санта-Барбара происходила. То есть они не просто жили рядышком, они еще постоянно скрещивались. То есть в мамонтах в некоторых нашли примесь слонов, в слонах там индийских нашли примесь африканских. Потом оказалось, что там тоже эти... Вот единственное, что, по-моему, мастодонты ни с кем не скрещивались, они уж совсем далеко были. А вот эти вот ребята, они постоянно, так сказать, взаимодействовали друг с другом, формировали различные гибриды и, в общем-то, были очень хорошо с друг другом знакомы. Но потом в какой-то момент слоны все-таки так и не смогли приспособиться к холодному климату, может, им это и не сильно было нужно, а некоторые мамонты, они вот ушли на север и там не стали никуда перемещаться при похолодании климата, а адаптировались к изменившимся условиям и стали, собственно, теми шерстистыми мамонтами, которых мы знаем. То есть, если что, вот то, что было изначально, вот эти древние мамонты, там вроде мамонта африканского или даже там какого-нибудь там южного мамонта, это все, скорее всего, были животные лысенькие, такие похожие внешне, да, скорее больше на слонов, но только чуть более крупные, с немножко другими видами. Ничего себе. То есть, в общем, это неправильная мысль, что слоники стали мохнатыми, потому что стало холодно. То есть слоны слонами, мамонты мамонтами, и слоны никогда не обрастали шерстью, а мамонты стали мохнатыми. Слоны, насколько мне известно, не обрастали шерстью, хотя, конечно, проверить это сложно, у нас просто-напросто нету мумий древних слонов, к сожалению. Но нет у нас оснований так предполагать, потому что в приледниковой зоне, скажем так, слонов не было. И да, это абсолютно правильно, то есть это именно уже изначально был род мамонты, который менялся. Другой разговор, то что, конечно, виды мамонтов за это время длительно эволюционировали, но это был именно мамонт. Ничего себе. Сколько интересного узнаешь.
Если говорить вот об этих родственных возможных связях, то есть гипотетически возможно, что если сейчас какой-то геном мамонта куда-то там внедрят слонихи индийской, то может получиться... Главное внедрить в правильное место. Да, в правильное место, и какой-то гибрид в принципе может родиться, гипотетически. Вообще, как с этим делом? Ой, нет, мы до этого, подождите, дойдем еще. У нас тут еще в древности вопрос. Ага, ну ладно. Спойлеры, спойлеры. Сори. Да, это, значит, мы спросили, вот еще люди интересуются, что же они ели-то в конце концов. О, уж эти люди-то. Все интересуются и интересуются. Вот беспокоятся, как они хобот не отмораживали в холодные времена. Это два разных вопроса. Ну, они, ну да, может, они, конечно, хобота, наверное, Если они снег ели, то может и отмораживали. Что они ели? Траву не ели, я везде читаю, да? И на острове Врангеля тоже был нормальный климат, росла трава, ни лишайники, ни мох никакой, поэтому они его и ели. Ну, мне кажется, мы разобрались с этим вопросом. Да, я сама ответила на ваш вопрос. Не, ну, Если подумать. если, как обычно, да, позанудствовать и увеличить продолжительность ролика, да, то можно сказать, что проводились всевозможные анализы, конечно, для того, чтобы понять, что ели мамонты. Например, можно было поанализировать почву и посмотреть, какие там растения росли в принципе. Или же можно взять кости мамонтов, провести химический анализ, а мы, как известно, это то, что мы едим. Это действительно отражается буквально на костях и на углеродном составе костей. Можно понять, какая пища преобладала в питании мамонта, а еще есть, к счастью, у нас замороженные мамонты, и можно просто залезть и покопаться у них в желудке. И все это, конечно же, проводилось, из чего были сделаны выводы о довольно разнообразном питании мамонтов. Но если упрощать, ели они все, до чего могли добраться. То есть у них там и злаки в большом количестве, и всевозможное разнотравье, какое только можно представить, и какие-то ветки, и какие-то листья. То есть видели какую-нибудь там, условно говоря, карликовую березу, ну почему бы ее не захомячить. Там нашли какой-нибудь кустик, его тоже общипали со всех сторон, и, может быть, там, не знаю, чуть ли не с корнями сживали. Траву, пожалуйста. Ну, конечно, учитывая, что жили они в так называемой мамонтовой степи, в основном это были растения такие низкорослые, травянистые. Но не только злаки, а вот где-то в 50 на 50 злаки разнотравья. Ну и опять же, понятное дело, что сложно взять такой обобщенный портрет мамонта, там мамонты, которые жили 20 тысяч лет назад, и мамонты, которые жили 50 тысяч лет назад, еще и в разных местах, на разной территории, немножко разным питались. Но что уж, как говорится, природа предоставляла, тем и питались. Главное, чтобы травы было достаточно, а травы было достаточно. Климат был сухой, из-за того, что ледник в себя, по большому счету, влагу впитал. И в таком полузасушливом климате трава прекрасно росла. Вместо того, чтобы вот эти замечательные бескрайние таежные болота были такие полусухие мамонтовые степи. И больше того, из-за того, что климат был сухой, снег практически зимой не выпадал. А значит, после того, как летом вырастала эта многочисленная трава, все, что не было съедено, все превращалось в прекрасное сено, до которого было очень просто добраться. Так что мамонт была круглогодичная кормежка, практически все включено. А что касается хобота мамонта, который не отмерзал, ну, на этот счет есть интереснейшие исследования замороженных тушек, опять же, которые находили. По-моему, больше всего информации дала Мамонтиха, Тёниха, Люба, да, именно она. И у Любы был хобот, ибо она мамонт, ей было положено. И на хоботе было необычное расширение, которое быстренько прозвали варежкой. И предполагается, что, возможно, это использовалось действительно как варежка. Она, собственно, кончик хобота туда вот просто... Нет, это было не на самом кончике хобота, не то, что кончик хобота был вот такой вот, как это лопатой, а был кончик хобота обычный, как у слона, потом он был нормальный хобот, и потом расширялся, потом опять нормальный хобот. И, получается, он кончик хобота мог вот так вот свернуть и в эту варежку спрятать буквально. В принципе, ему больше ничего было не нужно, потому что остальной этот хобот вполне себе тоже был покрыт шерстью. И в конце концов, если его там прижать поближе к телу, как мы там лапки тоже прижимаем, чтобы нам холодно не было, если совсем холодно, или же там свернуть его в рулончик, то и остальному хоботу тоже будет нормальненько. Так что не мерз. Если замерзнете, то в рулончик. А вот
интересуются подписчики, известны ли мамонты-альбиносы и была ли у мамонтов сезонная смена окраски шерсти? Это есть какие-то данные? Вообще по окраске шерсти мамонта есть некоторые данные. Вот насчет сезонной окраски, к сожалению, ничего сейчас сказать не получается. То есть я бы сказал бы скорее нет, чем да, но у нас есть некоторая проблемка. Скорее всего, подавляющее большинство мамонтов, которые нам обнаружено в замороженном виде, они все замерзли в один и тот же сезон. И это было, ну, соответственно, скорее всего, осень какая-то такая поздняя, после чего они, собственно, вмерзали. Да, вроде того. Так что, ну, они все, получается, в одном цвете, и меняли ли они как-то свою шерсть, не совсем понятно. А альбиносов не встречалось? Альбиносов не встречалось, но тут стоит отметить, что вообще ту шерсть, которую мы находим, та окраска, которую мы видим, она может быть не такой, какой она была при жизни у мамонта. Было очень такое любопытное, ну даже не исследование по сути, а эксперимент, который базировался на обычной случайности и даже, можно сказать, на халатности. Как-то собирали мамонтячью шерсть, собрать-то ее собрали, но вот немножко ее забыли. Грубо говоря, по ведрам ее распихали, вот, в машину загрузили, одно ведро забыли. Причем, когда собирали шерсть, отметили, что шерсть любопытная, она не чисто рыжая, как обычно бывает у мамонтов, а она частично рыжая, частично такая желтоватая, частично вообще практически белая. Ну, когда уже вспомнили, что ведер было больше изначально, уже проехали по пути до аэропорта и решили, что, ну, как бы, ладно, в следующем году еще продолжим работу и вернемся, никому это ведро не нужно. И действительно, через год вернулись, ведро никому не было нужно, ведро на месте, но шерсть там вся стала абсолютно равномерно одинаково рыжей. И стали разбираться, в чем дело. Оказалось, что она, грубо говоря, проржавела. То есть там развилась особая бактериальная фауна, получается, которая стала менять шерсть и попортила пигменты. И, как мы теперь понимаем, в принципе, если есть доступ к бактериям, то шерсть потихонечку рыжеет. Это, ну, как неожиданно потом выяснилось, во многих местах проявляется. Например, если находят какие-нибудь трупы в пещерах сушеные, то у них тоже шерсть чаще всего рыженькая. Вот, скажем, относительно недавно нашли в Австралии в одной из пещер сумчатого волка. Вот, в виде такого мумифицированном, ему 4000 лет, как оказалось, и он практически полностью рыжий. Но при этом сумчатые волки-то жили недавно, и мы знаем, что они не рыжие, что они скорее такие серые в черную полоску, ну, может быть, слегка такие коричневатые. А этот прям рыжий-рыжий. Ну вот, пожалуйста, доказательство того, что все рыжеет. Не факт, что мамонты были рыжие, вообще не факт. Они могли быть и белые, и черные, разные. С мамонтами сейчас уже более-менее определились, потому что все-таки много уже материалов есть. И кроме того, когда стали осознавать, что шерсть может как-то обманывать, стали на генетические, так сказать, предпосылки формирования того или иного цвета шерсти обращать больше внимания. Сейчас, слава богу, геном мамонта уже полностью изучен. Кроме того, стали изучать, собственно, те фрагменты шерсти, которые нашли, особенно те, которые удалось сразу извлечь из вечной мерзлоты. И примерно сложился следующий облик. То есть получается примерный овцебык. То есть сверху светленькая такая шерсть, такая мелирование, короче. Вот. Дальше у нас рыжая длинная шерсть и снизу, опять же, светленькая такое желтоватое брюшко. Вот такое было. Очень красивое, не очень. Но что касается сезонной смены шерсти, мы ничего не знаем. А что касается блондинов, таких не находили, мамонтов, блондинов, мамонтов, альбиносов. Но зато в генах обнаружили какой-то рецессивный ген, который теоретически мог привести к обесцвечиванию шерсти мамонта, то есть формированию именно такого, ну, блондина или альбиноса, ну, вот ну, скорее блондина именно все-таки, потому что это не генетическая аномалия, это именно рецессивный ген. Но он так редко встречался в популяции, что крайне маловероятно, что это когда-либо реализовывалось. То есть, чтобы два таких рецессивных гена встретились, шансов было совсем-совсем немного. А что касается альбинизма, таких индивидов мы не находили, но от альбинизма никто не застрахован, поэтому я думаю, что за миллионы лет существования мамонтов наверняка какие-то альбиносы появлялись, в том числе и вот за там, 300 тысяч существования шерстистого мамонта тоже, я думаю, были. Представляете, какая красота? Там белый медведь, такой белый мамонт.
Да, и при этом, может быть, даже он какие-то преимущества имел. По крайней мере, не был заметен. Ну вот, правда, летом плохо. Вот летом хуже ситуация. Он же, к сожалению, не перецветает, как зайчик-то. А вот возможно ли такое, что мамонты были мигрирующими животными и приходили на север в летний сезон, когда там было достаточно зелени? Потому что взрослому мамонту требовалось от 200-300 килограмм биомассы в день, и бивни не были предназначены для взрыхления замерзшей почвы, а были приспособлены они для сдирания коры с деревьев. Это показывает потертости на бивнях. Но мы об этом уже отчасти поговорили, да, что они ели все подряд, и кусты, и траву, и злаки, и все на свете. Но вот были они мигрирующими. Да, ну, кстати, потертости на бивнях отчасти показывают как раз то, что они вполне могли счищать снег и пытаться добыть из-под снега траву. Так что, в общем-то, потертости при этом тоже будут возникать. А что касается миграции, ну, мы предполагаем, что, как и слоны, им нужны были огромные ареалы, чтобы туда-сюда бродить, и в том числе они могли быть сезонными, эти действительно миграции, так что теоретически предполагалось, что так оно и есть. Но сейчас мы даже можем буквально сказать, что это уже доказанный факт. Вот я не помню, в каком точно году, ну, надеюсь, не очень сильно ошибусь, если скажу 21 год, вышла статья, в которой был изучен один-единственный бивень мамонта, и по этому бивню мамонта сделали вывод о миграции мамонта, о пути, который он проделал, и насчитали, что он около, по-моему, 10 тысяч километров за жизнь прошел. Что, собственно говоря, сделали? Просто разобрали этот бивень буквально по колечкам, в бивне формируются годовые кольца, и посмотрели состав углеродный как раз каждого из этих колец, и, как я уже сказал, по составу можно примерно определить, чем он питался. И дальше все это соотнесли с углеродным составом почвы, которую в разных местах тоже проанализировали почву того же возраста, соответственно. И определили, в каких местах, когда и как мамонт находился в течение своей жизни, и оказалось, что он несколько раз перемещался там, на север, на юг, на запад, на восток, и в итоге находил 10 тысяч километров. Причем прожил он как-то совсем немного, я не помню, там типа лет 18 или 20, но для мамонта это такой довольно скромный возраст. Какое красивое исследование, взять один бивень, так легко. Да, сейчас много таких вот, эти вот всякие химические методы анализа дают иногда фантастические результаты. Прям такая индивидуальная. Интересно жить нынче, да. Да. А вот в статье, про которую я говорила в ролике, вот недавно, по-моему, как раз она 20 какого-то года. Ну, если вот та, которая про генетическое исследование, она вот 24-го, причем буквально да, там, по-моему, летняя, то есть да, точно, 24-го года. Там есть такое дело, что якобы животные могли изменить свое поведение, чтобы избежать близкородственного скрещивания. И на каком основании ученые могли сделать такой вывод? Ну, я, возможно, не очень хорошо помню все подробности этой статьи. Вот, к сожалению, я не готов точно ответить на этот вопрос. Могу лишь предположить, что, скорее всего, никаких выводов о поведении непосредственном, конечно же, сделать по генетике не получится. То есть можно лишь увидеть то, что генетических аномалий количество не увеличивалось, что их количество сохранялось на определенном уровне. Но с чем это могло быть связано? Ну вот одна из гипотез, я так понимаю, что именно они как-то вот пытались избежать близкородственного скрещивания. Но как это именно происходило? Ну вот я не знаю, может быть, к авторам статьи, если обратиться, может быть, они как-то что-то как-то прокомментируют. Ну, в принципе, слоны умные, да, это понятно, но как бы умные и неумные люди вроде тоже бы умные, а при этом близкородственное скрещивание это у людей, особенно если учесть там еще взять там лет 100-200 назад, происходило и нередко, а уж среди там каких-нибудь там царственных линий, так вообще, или там императорских, королевских и прочее. Да. Так что не знаю, насколько, на чем это основано, к сожалению. Не готов. Это гипотеза. Но это, я думаю, что это гипотеза. Но лучше всего, конечно, было бы, если бы удалось бы поймать кого-нибудь из авторов статьи и помочь его тоже вопросами. Вот надо посмотреть, да, может, где-нибудь бегает тут поблизости автор или как-нибудь будет пробегать. Вот. Да. Кстати, вот почему действительно мамонтов замороженных находят, а людей нет? А людей находят тоже, мумии бывают какие-то в болотах там сохраняются. Ну, это какой-то странный вопрос. Нет, не ищут, может быть. Вопрос не такой странный, он действительно многих удивляет. Ну, справедливости ради можно сказать, что у нас на этот случай есть Эцци, небезызвестный. Слышали про Эцци? Я думаю, что... Да. Вот, которого нашли, правда, не в вечной мерзлоте, а в ледниках в Альпах. Но, пожалуйста, тоже вот мумия как раз
мороженое, все с ней хорошо. В других местах, вот почему в вечной мерзлоте люди не попадаются, ну тут есть два варианта. Первый вариант все-таки, скорее всего, для того, чтобы попасть в вечную мерзлоту, надо забраться в какое-нибудь болото, свалиться в какую-нибудь яму и оттуда не выбраться. Конечно, можно предположить, что периодически какие-то люди где-то шныряли и куда-нибудь проваливались, но мне кажется, мамонты это делали намного чаще, скажем так. Все-таки чаще всего люди перемещались не поодиночке, а значит, если кто-то куда-то свалился, то этого товарища можно попробовать оттуда вытянуть. Это первый момент. Второй момент, есть еще такой интересный факт, на который указывал небезызвестный антрополог Станислав Владимирович Дробышевский, которому многократно задавали подобные вопросы. То, что если где-нибудь в мерзлоте обнаруживают тушу мамонта, все понимают, что это мамонт. Если кто-нибудь обнаруживает какого-нибудь замерзшего человека, то, скорее всего, перекрестятся несколько раз и уйдут куда-нибудь подальше. Потому что, ну, во-первых, в принципе, мало ли кто и когда где замерз. Во-вторых, а вдруг это кто-то вообще не древний, а недавний, да. И вдруг еще сейчас там начнутся какие-то вопросы, еще и, как говорится, эти показания придется давать. В общем, нафиг это надо. И его быстренько прикопают и уйдут куда-нибудь в неизвестном направлении. Так что, возможно, что находили, но просто как бы не воспринимали это как что-то аномальное. Или же, наоборот, думали, что это слишком что-то аномальное, и делали вид, что никогда этого не находили. Да. Кстати, вот на этот счет такой вот тоже момент, прошу прощения, что перебил. Вот относительно недавно была найдена первая птица в вечной мерзлоте, жаворонок. Причем рогатый жаворонок, такой же, как живет сейчас, только ему 40 тысяч лет, с той же разницей. Да, и тоже возник вопрос, а почему до сих пор не находили? И вот там буквально авторы прописывают то, что, ну, с одной стороны, во-первых, птицы все-таки, опять же, меньше шансов утонуть в болоте, чем мамонту, а во-вторых, если кто-то когда-то нашел замерзшую птицу, причем такую же, как сейчас, то есть это не какой-нибудь там павлин, который бы вызвал бы сразу вопросы, а тот же жаворонок, который тут рядом летает. Ну, дохлая птица и дохлая птица, ну что же, всех их там собирать, ученых сразу звать всех. Ну, скорее всего, может, и находили много раз, но только никто не обращал внимания. Ну вот, возможно, что и с людьми тоже что-то подобное. Да, мамонтов гораздо интереснее находить, чем замороженных. Ну, по крайней мере, это сразу понятно, что это что-то аномальное, и что это что-то, что сейчас не живет. Это правда, да. А достоверно ли утверждение, что кто-то когда-то пробовал есть мясо мамонта из вечной мерзлоты? Или это байки? Научных публикаций на эту тему я не видел. Но утверждений самых разных людей я встречал очень много, и я думаю, что этому можно верить. Просто потому что, ну, как бы такое чувство, что много кто пытался его есть. Я думаю, что кто-то из тех, кто об этом говорит, наверняка его действительно пытался есть. Да, тем более, что частенько об этом говорят сами палеонтологи, которым, разумеется, тоже тут же было интересно отведать мамонтятину. И больше того, некоторые утверждают, что они там даже сравнивали мясо замороженного мамонта, там, не знаю, с мясом замороженного какого-нибудь бизона. Вот. Так что... уже извращенные. Да. Кроме того, даже есть же данные о вкусе этого мамонта. Вот, говорят, что абсолютно жесткая и несъедобная и вонючая штука. Вот. Так что, мне кажется, такое придумать затруднительно. А вот тот же бизон, кстати, которого в Америке попробовали, сказали, что вообще очень, наоборот, похож на современного, только более грубый. Из чего у меня возникла мысль, вот как-то обычно говорят, что, мол, мясо все-таки испортилось, подтухло, а я думаю, может быть, просто они были невкусные. Исходно. Изначально. Да, но сам эксперимент не проводил. А если бы была возможность, ты попробовал? Наверное, не рискнул бы все-таки, и потом мне мамонта жалко все-таки. Но сейчас, правда, этого мяса уже много понаходили. Уже и мясо-то понаходили, всяких кусочков, если брать, там много, и шерсти много. Вон даже там один из якутских мастеров шапочку из шерсти мамонта связал, пытался потом продать, не знаю, получилось, не получилось. Может, до сих пор где-нибудь там, не знаю, на eBay или там на Авито болтается. По-моему, $10 000 за нее хотел. Ну, это надо сертификат прикладывать сразу с химического анализа, что это именно мамонтовая шерсть. А вот какие новости из Японии, где уже много лет ведутся работы по восстановлению генома мамонта и выведению яйцеклетки? Я про эти исследования ничего не знаю, но где-то они точно ведутся, потому что в одном из твоих роликов, может даже не в одном, на канале Дарвинского музея, там были какие-то про это. Ну, да, например, что-то 5 фактов о мамонте, что-то такое будет. Да. Но я могу сказать, что, правда, тут не только японцы стараются, по-моему, и в Корее кто-то там какие-то исследования проводил, и вот сейчас я знаю точно совершенно Штаты опять так вот активно за это взялись. Но если
брать глобально, так вот, чтобы прям прорыв прорывов, такого нет. Хотя периодически какие-то исследования проводятся, и больше того, периодически эти исследования даже похожи на какую-то попытку реально клонировать мамонта, а не просто на исследование генетики мамонтов. Оно как бы под таким вот красивым соусом. Тут всегда стоит сделать акцент, что частенько нам надо понимать, исследования проводятся для того, чтобы получить какой-то результат, или исследования проводятся для того, чтобы дали денег еще на дополнительные исследования, что очень часто бывает. Вот. Но и с клонированием мамонта тут, мне кажется, очень-очень большую роль играет именно второй факт, потому что если сказать, нам бы вот там изучить бы генетику мамонтов, сравнить ее с генетикой слонов, а еще бы неплохо было бы там, не знаю, проверить, какие у мамонтов были там, не знаю, болезни на острове Врангеля или еще чего-то, скажут, ну блин, нафиг это нам надо. А другое дело, приходят и говорят, мы тут мамонты сейчас клонируем, вас представляете, тут будут ходить, вы тут устроите парк этого плейстоценового периода. Ну и все сразу, все буквально уже видят этих мамонтов перед собой и сразу же там пару миллионов еще на 10 лет финансирование дают. Это спекулятивно. Отчасти да, но, конечно, какие-то действительно исследования в этом плане проводятся, и генетика все больше уточняется. Вот с 2010 года у нас уже есть полная генома мамонтов. Вот только в этом году, кстати, вышла статья с очередным кусочком, там, можно сказать, такой сублимированной кожи мамонта. Взяли анализ, проанализировали и выяснили, что там сохранилась идеальнейшая совершенно хромосома. Вот это прям самая целая хромосома мамонта, которая вообще до сих пор была обнаружено. Тут всю структуру удалось посмотреть. Скорее всего, там ДНК довольно целая. То есть прям это лучший генетический материал, который вообще до сих пор исследовался. И, допустим, было исследование весьма любопытное, когда просто взяли и положили, грубо говоря, в чашечку Петри при хорошей такой температуре благодатной кусочек с несколькими наиболее целыми клетками мамонта и посмотрели, что получится. И они даже начали какую-то активность. Но до деления они дошли и на этом поломались, то есть на этом погибли. То есть все-таки там генетический материал-то поломанный и он не работает. По большому счету у нас сейчас нету никаких возможностей по воскрешению умерших животных. Так, например, с пиренейским козлом проводились эксперименты. Один из подвидов пиренейского козла вымер, причем совсем-совсем недавно, и буквально через 2 года после того, как последний козлик вымер, его решили клонировать. Клонировали, он прожил, по-моему, то ли 3 минуты, то ли 4 минуты. После чего был прорыв грандиозный, вот все кричали во всех газетах, что мы смогли воскресить животное, которое полностью вымерло. Правда, вымерло оно 2 года назад и прожило 4 минуты, но какая разница? Главное, что смогли воскресить. Да. Но вот почему-то дальше даже с этим не стали разбираться и не стали пытаться этого пиренейского козла как-то так вот клонировать, чтобы он все-таки пожил. Так что очевидно, что мы и слонов пока не клонируем, и вымерших животных пока не клонируем. Ну, как бы, если мы не можем клонировать кого-то, от кого у нас цельные геномы остались, что уж тут говорить про мамонтов. Другой разговор, то, что есть, вот, мне кажется, более перспективный метод, это генная инженерия, когда просто берут и внедряют гены одного животного, гены другому животному. И мы можем взять слона, максимально изучить мамонта и понять, в каких именно местах слон отличается от мамонта, и взять у слона в нормальном цельном ДНК заменить именно отдельные гены на гены мамонта. Это вполне реализуемо. И в таком случае получится, ну, как бы мамонт. По сути, если полностью гены заменить, то это вообще будет мамонт. Но, если угодно, это будет ГМО мамонт или, там, не знаю, мамонт 2.0. Но вот подобный проект действительно разрабатывается. И вот, собственно, фирма Colossal американская, она сейчас именно этот проект продвигает и говорит, что в 2027 году мамонт будет. Проверим. Ждем. Надеюсь, что доживем. Ну, вот представим, что у них все получилось. У них все получилось, да? Где бы эти мамонты могли жить? Сейчас существуют ландшафты, пригодные для обитания мамонтов? Ну, теоретически, я думаю, что мамонты весьма неплохо себя чувствовали бы в степных ландшафтах. То есть, может быть, как-то им было бы поначалу жарко, еще чего-то, но я думаю, что они бы смогли бы адаптироваться. То есть где-нибудь конечно, в Амурском заповеднике, где там эти лошадки Пржевальского, вот туда? Ну да, в качестве примера, да. Но теоретически уже много лет ведется проект, по-моему, Сергей Зимов зовут, человека-организатора, по восстановлению так называемого плейстоценового парка. Вот, что там всех этих животных пытаются, которые жили во времена мамонтов, реинтродуцировать, вот, завести их соответственно, в тундру и превратить эту тундру в древнюю мамонтовую степь. Но, по-моему, пока что вот
не очень удалось в этом плане продвинуться. Все равно, то есть это все существует, они, конечно, не гибнут, ничего, но их приходится постоянно поддерживать человеку. То есть как бы это на самовоспроизводстве, на самоподдерживающуюся экосистему это все никак не перейдет. Непонятно, сможет ли перейти или нет, потому что все-таки влажность-то уже, скажем так, не та. Я вот слышал, что вроде как туда теперь хотят слонов завести, но я, честно говоря, не уверен, что это... Да, у меня тоже такая мысль возникла. Я не уверен, что это не слухи, по крайней мере, каких-то официальных данных я нигде не читал, но я вот тоже думаю, что со слониками все-таки, наверное, не стоит экспериментировать, вряд ли они в таком климате смогут адаптироваться. Ну зато сафари какое, да? Вы можете себе представить? Едешь, и там тебе почти мамонты. Ну да, если еще и как косплей на мамонта сделать, там одеть шубу сверху. Чтобы он еще не мерз. Это вот как раз чтобы... И слону хорошо, и, как говорится, людям детально, хорошо. в кавычках, в фильме, да, черно-белом мне присылала ссылку, якобы мамонтов видели в самых глухих уголках тайги, в какие-то исторические времена, вот чуть ли не во времена Отечественной войны, якобы есть такая черно-белая съемка, да, вот ты видел, вот как снежный человек, так и мамонт где-то там ходит. Между прочим, по-моему, лучше даже, чем снежный человек. Как-то качество пленки получше, чем у лохнесского чудовища, чем у снежного человека. Немецкие немцы. У них там ну да. Все лучше с этим, наверное, было. Возможно. Цейсовская оптика, все такое. Да, с собой плен захватил. Ну, как бы то ни было, есть такой видеоматериал. Возможно ли это вообще когда-либо? Ну, понятно, что пленка, скорее всего, это фейк. Но вообще может такое быть, что где-то вдруг в тайге вот остались, ну вот какие-то, не знаю, несколько штук, какая-то маленькая популяция, которые дожили в 20 век. Учитывая, насколько сейчас много людей и насколько давно люди живут все-таки и в Сибири, в той же тайге, в тундре даже отчасти иногда, насколько много, собственно, народа продолжает жить кочевым способом и, соответственно, огромные пространства за свою жизнь преодолевают, я думаю, что это бы уже точно бы заметили. Все-таки мамонт, животинка очень большая. Если бы речь шла о каком-нибудь там, не знаю, суслике, который вот то ли выжил, то ли нет, ну, здесь можно было бы еще подискутировать. Мамонты, конечно, вряд ли. Даже карликовые мамонты. Боюсь, что нет. К тому же у нас еще и нету ископаемых материалов моложе, чем... Правда, сейчас уже омолодились они, по-моему, сейчас 10 тысяч лет, что ли, самые молодые мамонты с континента. Вот раньше были 12 тысяч, сейчас, по-моему, уже чуть помоложе нашли. Кто знает, вот так дальше, что дальше. Сейчас был 12, теперь 10, может быть, будет все ближе к нам. Ну, глядишь там. Посмотрим. Мамонты эпохи Возрождения какие-нибудь. Из-за чего развивается карликовость? Из-за размера острова и вообще вся островная фауна, то есть в Новосибирских островах тоже карликовые, на Врангеле карликовые. И если так, то не было ли слонов карликовых, знаешь, где-нибудь тоже на островах? Да, ну в общем вопрос из зала. От чего развивается карликовость? Ну, у мамонтов, у других животных. И могли ли где-то существовать карликовые слоны? Карликовость развивается у мамонтов из-за того же, из-за чего карликовость любых других животных. Еще, по-моему, в 30-е годы 20 века были открыты вначале знаменитые комодские вараны, после чего пошел разговор про островной гигантизм. Ну, а дальше еще и неожиданно все поняли, что на островах еще и карлики иногда бывают. И было выработано, по-моему, называется правило Фостера, если не ошибаюсь, что на островах, если оказываются большие животные, то у них есть шанс стать карликовыми, а если оказываются маленькие, то у них есть шанс стать большими. Соответственно, если животное заведомо большое и оно все-таки как-то выживет, то ему гораздо выгоднее потихонечку становиться меньше. Ну, то есть, иными словами, просто самые маленькие будут лучше всего выживать и лучше всего себя чувствовать, потому что им будет не хватать пищи. Все-таки мамонт животина крупная, и, ну, опять же, чем больше мамонтов, тем лучше будет поддерживаться популяция, но много мамонтов больших на маленьком острове не поместится, поэтому они будут мельчать. Та же история там и со слонами, и с кем угодно. Ну и наоборот, если животное какое-то маленькое попадает на остров, а на острове нет никаких хищников, оно может обрадоваться и вырасти. Кстати, самое прикольное, что те же вараны-то
с Комодских островов вовсе не оказались островными гигантами, потому что потом были найдены в Австралии вараны, такие же абсолютно комодские, и больше того, потом еще и мегаланию нашли, которые еще более крупные, тоже с Австралии. То есть оказалось, что просто раньше были гигантские вараны, и все. И тут как бы островного эффекта нету никакого абсолютно в этом плане. Но то, что вообще гигантизм существует, и островная карликовость, безусловно, существует. И что касается мамонтов тех же, они неоднократно становились карликами. Например, собственно, если ввести, например, в Википедию «карликовый мамонт», неожиданным образом окажется, что карликовый мамонт не жил ни на каком Врангеле, и мы вообще все врем, а на самом деле карликовый мамонт жил на острове Ченнел. Вот, и там он вымер 12 тысяч лет назад. Дело в том, что мамонты с острова Врангеля — это все-таки шерстистые мамонты, только мамонты маленького размера. По генетике это все еще шерстистые мамонты, они не успели стать самостоятельным видом. А вот, например, в Канаде, там, соответственно, вот мамонты давно ушли на острова и просто стали отдельным видом. И есть еще ряд островов, где мамонты тоже становились карликовыми. И слоны, безусловно, конечно, тоже карликовые неоднократно появлялись, в том числе даже на территории, допустим, Средиземного моря, на некоторых островах. Вот я не помню насчет конкретно, там, допустим, какого-нибудь Крита, но вот на каких-то из греческих островов, это сейчас точно не вспомню, точно совершенно жили карликовые слоники. Вот. Даже есть забавная такая версия, что карликовые слоники в конечном итоге привели к появлению мифов о неожиданно циклопах. Потому что если представить себе череп слона, то видно, что черепуха такая большая, а если еще бивни маленькие, а у этих карликовых слоников бивни маленькие, то это как будто бы клыки просто торчат, а посередине один огромный глаз. Ну вот башка как бы человека с клыками такого злобного явно и с одним глазом. Ну вот он, пожалуйста, как голова циклопа. Вот. Это как эти динозавры, драконы. Ну, с динозаврами-драконами тут ситуация все-таки, скорее всего, обратная. То есть уже есть много доказательств того, что драконов придумали вне зависимости от динозавров. Но, когда они их уже придумали, динозавры могли стать подтверждением этой выдвинутой гипотезы, скажем так. Здесь какой восторг. Я же говорил. Вот. Не думаю. Я думаю, что чаще всего с ними сталкивались какие-нибудь там эти люди, кто с землей работает, например, крестьяне. А здесь был бы скорее не восторг, а как это, чур меня. Что-нибудь такое, да. И бежать. Да, возможно. Ну что, интересно? Вот Ярослав, между прочим, лекции читает. Можете пойти послушать его. Да, Ярослав, когда ближайшая лекция? Ох, ну, сейчас у меня много разных лекций, в том числе и онлайн-лекции у меня по понедельникам на канале Архэ проходят. И вот, кстати, на том же Архэ мы сейчас по вторникам офлайн эфиры ведем. Это получается в библиотеке «Научка» на Павелецкой, если кому интересно. Правда, осталось всего два, хочется сказать, выпуска. 2 лекции. Осталось всего 2 лекции в нашем курсе, но я надеюсь, что мы потом курсы будем продолжать. Но я думаю, что самое лучшее, если кому-то интересна моя деятельность, это залезть ко мне на страничку ВКонтакте, допустим, и там отлавливать какие-нибудь новые анонсы мероприятий. Да, ну что, спасибо большое, Ярослав Попов. Спасибо вам за вопросы. Спасибо большое, Яна Шклярская, что пригласили. Да, с удовольствием рада встретиться и даже помимо интервью просто встретиться, поболтать. Друзья мои, ну, в общем, что, подписывайтесь, ставьте лайки, пожалуйста, делайте репосты на это видео. И если у вас еще какие-то мысли появятся, кого бы вам хотелось послушать, с кем записать интервью, ну, вы пишите, а мы подумаем. Если нам это будет тоже интересно, то и сделаем. Не забывайте про Бусти, про донаты, нам это очень нужно. Там микрофон, книжки. Всякое такое. Всего хорошего. Пока. До новых встреч.